Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня предлагаю вашему вниманию 5 рецептов тортов, которые можно приготовить без использования духовки. Все рецепты очень вкусные, некоторые очень сытные, некоторые легкие. В любом случае, каждый из рецептов имеет свою изюминку. И я думаю, хоть один из них вам приглянется. Готовится такой торт очень быстро, и в итоге получаем вкусный и нежный десерт. Он не напоминает классический Наполеон, но такой вариант торта намного нежнее, сочнее, да и готовится в разы быстрее. Для теста нам понадобится мука, сахар и сливочное масло. Крем у меня заварной. Нам понадобится молоко, яйца, сахар, крахмал, ваниль и сливочное масло. Первым делом приготовлю крем. В миске смешиваем яйца, сахар, добавляем чуть ванили. Много не кладите, иначе будет горчить. Высыпаем крахмал и хорошенько перемешиваем до однородной массы. Для десертов я предпочитаю использовать кукурузный крахмал, но его можно заменить на картофельный. В сотейник наливаем молоко, ставим на огонь и сразу же тонкой струйкой вливаем смесь из яиц. Варим крем на медленном огне при постоянном помешивании до загустения. После того, как крем загустел, делаем маленький огонь и еще варим несколько секунд. Затем снимаем с огня и добавляем 50 грамм сливочного масла. Перемешиваем. Откладываем пока в сторону и займемся тестом. В миску всыпаем 250 грамм муки. Берем 150 грамм сливочного масла, хорошо обваливаем муки и натираем на крупной терке. Добавляем сахар. Полученную массу растираем руками, чтобы получилась мелкая крошка. Высыпаем мелкую крошку на сухую сковороду и на среднем огне при постоянном помешивании жарим до золотистого цвета. Поначалу смесь будет таять и сбиваться в один комок. Разбиваем его лопаткой и продолжаем перемешивать, чтобы в итоге крошка прожарилась со всех сторон. Вот такая красивая и румяная получилась крошка. Очень важно ее не передержать, иначе она будет горчить. Готовой крошке даю остыть. Осталось собрать наш тортик. Чтобы нам было легче доставать торт, по бокам приклеиваю полосочки из пергаментной бумаги. Для этого вырезаю необходимую нам высоту, смазываю рафинированным растительным маслом и приклеиваю к бортикам. У меня кольцо диаметром 18 сантиметров. Выкладываем чуть крема и равномерно распределяем по дну. Крем я готовила заранее, и он у меня чуть застыл. Поэтому, чтобы проще было распределять его, я разогрела крем в микроволновой печи. Крошку делим на 4 части и на дно высыпаем одну часть крошки и равняем тонким слоем. Выкладываем следующий слой крема, аккуратно разравниваем, чтобы не повредить слой из крошки. Насыпаем следующий. И так проделываем, пока не закончится крем и крошка. У меня в итоге получилось 4 слоя крошки, и самый верхний слой – это тертый шоколад. Чем меньше диаметр формы, тем больше слоев у вас получится. Отправляем торт в холодильник на 3-4 часа, можно на ночь. Убираем кольцо, снимаем бортики и нарезаем тортик на порционные кусочки. Подаем к столу.
Торт получается мягким, нежным, ароматным и с хрустящей крошкой. По вкусу напоминает мороженое пломбир. Очень вкусно. А готовится совсем просто. Попробуйте приготовить и обязательно оставляйте свои отзывы в комментариях под видео. Битое стекло, или как его еще называют, калейдоскоп. Это настоящее блаженство для сладкоежек и отличная находка для праздничного стола. Легкий, в меру сладкий, с разными вкусовыми оттенками фруктового желе и легкой кислинкой сметаны. Для приготовления нам понадобится разноцветное желе, желатин, сметана, сахар. По желанию можно добавить печенье или фрукты. Первым делом приготовим разноцветное желе. Я использую разные вкусы. Так нарезанные кусочки будут красивее смотреться в уже готовом десерте. Обычно инструкция по приготовлению есть на обороте упаковки. Разрезаем пакетик, высыпаем в мисочку и заливаем 400 мл горячей воды. Хорошенько перемешиваем до полного растворения желатина. Заливаем формочки. Я буду использовать вот такие тарелочки с высокими бортиками. Даем остыть при комнатной температуре и помещаем в холодильник до полного застывания. Часа на 2-3. По истечении времени достаем остывшее желе и нарезаем его на кубики. Теперь приготовим сметанную заливку. Сметану я достала из холодильника заранее, чтобы она была комнатной температуры. Добавляю в нее сахар, перемешиваю и даю чуть постоять, чтобы сахар чуть подтаял. Затем взбиваю миксером до полного растворения сахара. 20 грамм желатина заливаю 120 граммами холодной воды. Перемешиваю и даю постоять 5 минут. Когда желатин набухнет, отправляем его в микроволновую печь, прогреваем до полного растворения и процеживаем. Даем желатину остыть до комнатной температуры или чуть теплого состояния. В сладкую сметану наливаем распущенный желатин. Желатин и сметана должны быть примерно одинаковой температуры. Формировать десерт я буду в формочке для кексов. Для него подойдет и обычная мисочка. Выкладываю по очередности разноцветные кубики желе. Заливаем сметанной массой и, если нужно, аккуратно перемешиваем, чтобы сметана равномерно распределилась по всей форме. Отправляем будущий десерт в холодильник до полного застывания. Спустя 2,5 часа торт «Битое стекло» был полностью готов. Чтобы вынуть его из формы, в миске нагреваем воду, она должна быть не сильно горячей. Окунаем в нее форму с десертом на 20-30 секунд, затем убираем. Накрываем десерт тарелкой, в которой будете его подавать, и переворачиваем. Убираем форму. Готовый торт желе «Битое стекло» отлично держит форму и замечательно режется на порции. При этом срез выглядит аппетитно и задорно. Приготовьте такой десерт на праздник, а потом полакомьтесь за семейным столом. Вы получите массу удовольствия. Кстати, такой десерт можно приготовить порционно в стаканах либо пиалах. Друзья, если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк. Конечно же, у вас есть свои идеи, как можно подать такой десерт. Что добавить или наоборот забрать. Пишите их в комментариях под видео. Мы приготовим очень вкусный и красивый блинный торт. Первым делом приготовим блины. Я готовлю на кефире. Вы можете использовать любой свой любимый рецепт блинов на молоке, на кипятке. Главное в тесто добавить какао. Так тортик получится с шоколадным вкусом и красивым разрезом. Для приготовления блинов нам понадобится яйца, сахар, соль, теплый кефир, мука, сода, крутой кипяток, подсолнечное масло. К яйцам добавляем сахар, соль, хорошо взбиваем венчиком. Добавляем небольшую часть кефира, половину порции муки, тщательно перемешиваем. Добавляем оставшийся кефир. Замешиваем гладкое тесто, таким способом оно легко получается без комочков. Воду доводим до кипения. Я взяла молоко, это не принципиально, можно использовать также воду. Соду гасим в кипятке. Быстро перемешиваем и сразу выливаем в тесто.
Теперь понемногу выливаем кипяток или горячее молоко. Постоянно помешиваем. Воды может понадобиться больше или меньше, все это зависит от кефира и муки. Чем более жидкое тесто, тем тоньше блины, и тем сложнее будет их переворачивать. В конце добавляем растительное масло. Тщательно перемешиваем и даем отдохнуть тесту 15 минут. Сковороду очень хорошо нагреваем. Смазываем растительным маслом только для первого блина. Все остальные блинчики мы жарим без масла. Когда блин подрумянится с одной стороны, переворачиваем на другую. Складываем в стопку. При желании можно дополнительно смазать растительным маслом. Я разделила тесто на две части. Первую половину блинчиков я обжарила обычные белые. Во вторую добавила 15 грамм какао. Обжариваем точно так же. Из данного количества теста у меня получилось 22 блина. Половина из них шоколадные и половина обычные белые. Блинчики готовы. Очень нежные, с приятным вкусом и ароматом. Такие блины можно начинять любой начинкой. Для торта мне понадобится 10 шоколадных блинчиков, сметана, желатин, вода, сахар, ваниль, фрукты и ягоды по вкусу. Застилаем форму пищевой пленкой. Диаметр моей формы 24 см. В горячем молоке или воде растворяем желатин. В сметану добавляем сахар, ваниль, молоко, в котором растворили желатин, и тщательно перемешиваем. Оставляем крем в сторону, чтобы он немного остыл и стал гуще. Подготовьте ягоды и фрукты. Помойте, очистите киви и апельсин. Киви режем кусочками. Апельсин также нарезаем. Если вы используете сезонную клубнику, оторвите у нее хвостики. Ложим на дно первый блин. Смазываем его кремом. Для формирования торта нам необходимо взять пиалочки или чашки. Вкладываем в пиалку блинчик, чтобы образовался такой мешочек. Ложим начинку. 2 столовые ложки крема, фрукты и ягоды. Немножко присоберите мешочек, сам по себе он держаться не будет. Поэтому я взяла сразу 8 чашек и сформировала такие вот мешочки. Теперь аккуратно выставляем мешочки один за другим в форму, опираясь друг на друга. Они не будут открываться. Поправьте, чтобы они красиво стояли. Между блинными мешочками положите оставшиеся ягоды и фрукты. Пока я формировала торт, у меня крем застыл. Я отправляю на 1 минуту в микроволновку, чтобы он был более жидкий. Заливаем все кремом так, чтобы он протек между мешочков. Положите последний блинчик. Если остался крем, сверху смажьте его кремом. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 8-10 часов. Достаем тортик из холодильника, убираем в форму, осторожно снимаем пищевую пленку. Сверху украшаем по своему вкусу. Забыла сказать, что пока я настроилась готовить тортик, шоколадные блинчики чуть-чуть подъели, поэтому я использовала белые блины. Но мне кажется, с шоколадными блинами этот тортик будет выглядеть намного лучше. Очень нежный, вкусный и простой в приготовлении. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом торта Наполеон. Мне он больше нравится по приготовлению, чем обычный стандартный Наполеон в духовке. Сами коржи готовятся на сковороде быстрее. Торт получился в меру сладким, хорошо пропитанным, нежным и мягким. В первую очередь приготовим тесто. Для измерения продуктов нам понадобится стакан на 250 грамм. Для теста нам понадобится сметана, сливочное масло, либо маргарин, сода, яйцо и сахар.
В миске смешиваем растопленное сливочное масло, либо маргарин, сметану, сахар. Вводим одно яйцо, перемешиваем. Соду гасим уксусом и добавляем в миску. Снова тщательно перемешиваем. Постепенно вводим муку и замешиваем мягкое тесто. Муки понадобится примерно 3-4 стакана. Вымешиваем тесто сначала в миске, затем на рабочей поверхности. Когда тесто держится одной общей однородной массой, вымешивать достаточно. Оно должно получиться мягким, слегка липковатым. Скатываем его в шар, накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 20-30 минут. Пока тесто отдыхает, приготовим крем. Нам понадобится молоко, сахар, мука, яйца, сливочное масло, ваниль. Молоко выливаем в сотейник, либо кастрюльку, добавляем сахар и нагреваем. Оно должно быть горячим, кипятить не обязательно. Убираем пока с огня. На сухую сковороду высыпаем 150 грамм муки. Это примерно 5 столовых ложек с горкой. Обжариваем до пахучего аромата, постоянно помешивая. Сковорода накаляется быстро, поэтому не оставляйте ее без присмотра. Я чуть поджарила муку, делать это совсем не обязательно, потому как крем будет иметь характерный цвет. Убираем муку со сковороды и обязательно просеиваем, потому что в процессе жарки образуются маленькие комочки. Добавляем в муку 3 яйца, перемешиваем до однородности. Постепенно вводим горячее молоко, грамм 100-150, перемешиваем. Вводим полученную массу в сотейник с молоком и отправляем на медленный огонь. Варим крем, постоянно помешивая до загустения. Когда на креме остается след от венчика, выключаем. Крем ни в коем случае не должен кипеть. Добавляем кусочек масла и ваниль. Хорошенько перемешиваем. Если вы приготовили крем заранее, накрываем пищевой пленкой в контакт и даем остыть сначала при комнатной температуре, затем отправляем в холодильник. Достаем тесто из холодильника, оно хорошо остыло, стало довольно плотным. Делим его на 14 равных частей. Можно меньше, тогда тортик получится чуть ниже. Каждую часть подкатываем в шарик и выкладываем на тарелку, припыленную мукой. Накрываем пищевой пленкой, чтобы оно не заветрилось. Берем по одному шарику. Остальное тесто можно убрать в холодильник. Я не прячу, мне с мягким тестом работается намного проще. Рабочую поверхность и само тесто хорошо припыляем мукой. Раскатываем в тонкий пласт. Сковороду нагреваем на среднем огне, ничем смазывать не нужно. Переносим тесто с помощью скалки на нагретую сковороду. Обжариваем с двух сторон до румяности. Затем убираем. Сразу же вырезаем из него ровный круг. У меня крышка диаметром 18 см. Обрезки мы будем измельчать с помощью блендера и украшать ими торт. Таким же образом обжариваем остальное тесто. Готовится очень быстро. Пока поджаривается один кусочек, я раскатываю следующий. В итоге у меня получилось 14 вот таких ровных румяных коржей. Берем один корж, смазываем кремом и выкладываем на тарелку. Формировать я буду с помощью кондитерского кольца, хотя можно и без него. На каждый корж выкладываем по 2 столовые ложки крема. Равняем его по всей поверхности. Таким образом собираем наш торт. Вместе с кремом можно добавить измельченные жареные грецкие орехи.
Накрываем сверху последним коржом. Его я кремом не покрываю. Пищевая пленка. Сверху кладем груз и отправляем примерно на 1 час, чтобы торт просел и принял нужную форму. Затем убираем кольцо. Смазываем верхушку торта оставшимся кремом. Обрезки коржей измельчаем блендером. И посыпаем торт сверху и по бокам. Убираем торт на несколько часов для пропитки, лучше на ночь. Давайте разрежем и посмотрим, какой он получился внутри. Торт получился в меру сладким, хорошо пропитанным, нежным и мягким. Мне он больше нравится по приготовлению, чем обычный стандартный Наполеон в духовке. Сами коржи готовятся на сковороде быстрее. Этот торт мне готовила сестра, когда я приезжала к ней в гости, будучи студенткой, с нежным заварным кремом и тонкими коржами. Самое приятное, что готовится он без духовки. Если вам не нравится идея с мучным заварным кремом, его можно приготовить на крахмале. Рецепт оставлю в описании под видео. Друзья, как вам такой рецепт? Пишите в комментариях. Сегодня у меня торт, или правильнее сказать десерт, который готовится буквально за 10-15 минут. Тирамису с клубникой. Подачу десерта я подсмотрела у блогера Юлии Смол, но крем изменила по своему вкусу. Для приготовления нам понадобится печенье савойярди, клубника, сахар, для крема сливки, маскарпоне, сахарная пудра. Первым делом подготовим клубнику. Нам понадобится не более 300 грамм. Тщательно ее моем, отрезаем хвостики и делим на 2 или 4 части в зависимости от размера ягоды. Добавляем 2 столовые ложки сахара, перемешиваем. Отправляем на небольшой огонь. Доводим до горячего состояния, не кипятим. Нам нужно, чтобы клубника пустила сок и не разварилась. Клубнику откидываем на сито, чтобы стек лишний сок. Его мы будем использовать для пропитки печенья, а ягоды для начинки десерта. Даем полностью остыть. Подготовим печенье. Его я буду собирать в кондитерском кольце. Чтобы печенье было более устойчивым, отрезаю закругленный конец с одной стороны. Выкладываю в кольцо с сахарной стороной наружу. Лучше это делать сразу на блюде, на котором вы будете подавать десерт. На дно также выкладываю печенье. Оставшиеся обрезки дополняю в маленькие отверстия. Основа готова. Приготовим крем. Взбиваем очень холодные жирные сливки. Начинаем с маленькой скорости, постепенно увеличиваем ее до средней. Сливки взбиваем до стойких пиков. Добавляем сахарную пудру, маскарпоне. Продолжаем взбивать до однородного состояния. Крем готов. Теперь мы можем приступать к формированию десерта. Диаметр моей формы 18 сантиметров. Пропитываем нижний слой савойярди остывшим клубничным сиропом. Слишком много сиропа не нужно, чтобы печенье не размокло. Слой крема. На крем осторожно выкладываем остывшую клубнику. Далее печенье савойярди. И все повторяем по аналогии. Убираем торт на 3-4 часа в холодильник, а лучше на ночь. Так десерт получится намного нежнее. Если у вас остались заготовки для десерта, можно сформировать такой же десерт в стакане или обычной миске.
Получится, возможно, не так презентабельно, но также вкусно. По истечении времени снимаем кольцо и украшаем ягодами по своему вкусу. Я использовала клубнику, малину и веточки мяты. Можно просто посыпать сахарной пудрой, шоколадом или какао. Обвязываем торт красивой лентой и подаем к столу. Вот такой ягодный тортик у меня получился. Очень вкусный, нежный, с ярким вкусом и ароматом клубники. Попробуйте, он великолепен. И очень простой в приготовлении. Готовится заранее, перед подачей украшаем и подаем на стол. Очень просто. На приготовление у меня ушло не более 15 минут. Если вам понравился рецепт, рекомендую подписаться на канал, чтобы не потерять его. Всем приятного аппетита!